Бисмиллахи вассалату вассаляму аля расулиллах. Я была помолвлена, и когда я встретила своего жениха, я положила руку на мусхаф и поклялась Аллахом, что не оставлю его, пока он не оставит меня. Время шло, и между нами было много проблем, поэтому мы расстались. Он много раз пытался вернуть меня, но я отказываюсь, хоть и я поклялась, что не оставлю его. Что мне делать? Простит ли меня Аллах? Да будет он преславен и превознесен за этот мой грех. Ответ. Валла Аллаху. Во-первых, она поклялась, что не расторгнет помолвку, а затем разорвала ее. Если вы поклялись Аллахом, что не оставите своего жениха, пока он не оставит вас, и вы оставили его до того, как он оставил вас, в этом случае вы нарушили свою клятву, и вы должны предложить искупление за нарушение вашей клятвы. Кафарат ямин. Искуплением за нарушение клятвы является освобождение раба или накормление 10 бедняков, или обеспечить их одеждой. Тот, кто не в состоянии этого сделать, должен поститься 3 дня, потому что Аллах, да будет он прославен, говорит толкование смысла. Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили клятвами. В искуплении этого необходимо накормить 10 бедняков, средним или лучшим из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен поститься в течение 3 дней. Таково искупление ваших клятв. Если вы поклялись и нарушили клятву, оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы будете благодарны. Допустимо давать каждому бедному человеку еду или 1,5 килограмма риса. Во-вторых, допустимо ли расторгать помолвку? Нет никакой вины на человеке, мужчине или женщине, за расторжение помолвки, потому что помолвка – это не обязательное обещание. Однако не рекомендуется отменять его без причины. Шейха Ибн База, да помилует его Аллах, спросили: каково, на ваш взгляд, исламское постановление, о шейх, относительно молодого человека, который сделал предложение молодой женщине, и помолвка продолжалась около 2 лет, но молодой человек отдалился от нее по семейным обстоятельствам. Каково постановление по этому поводу? Он ответил: в этом нет ничего плохого, если он сделал предложение, а потом решил не вступать в брак. В этом нет ничего плохого, независимо от того, произошло ли это через год, или меньше, или дольше. Если он сделал ей предложение, а затем решил не жениться на ней, или она согласилась, а затем отреклась, нет никакой вины, хвала Аллаху, ни на ком, до тех пор, пока брачный контракт не был заключен. У каждого из них есть возможность расторгнуть его. Итак, вы не обязаны продолжать помолвку, и вы не обязаны возвращаться к этому жениху сейчас, но вы должны предложить искупление за нарушение вашей клятвы. Нет ничего плохого в том, чтобы положить руку на мусхаф при клятве Аллахом, и это является подтверждением клятвы, но это не приводит к какому-либо дополнительному решению, и разрешено клясться самим мусхафом, то есть словами Аллаха, да будет он превознесен, потому что его слова являются одним из его атрибутов. Мы должны отметить, что жених по-прежнему не является махрамом для своей невесты, поэтому ему не разрешается оставаться с ней наедине, прикасаться к ней или смотреть на нее за исключением взгляда с целью принятия решения о том, делать ей предложение или нет. Аллаху алям.